До середины 19 века Монмартр был известен своими виноградниками и мельницами. Ныне на Монмартре осталась только одна, но зато самая узнаваемая – «Красная мельница», в переводе «Мулен Руж». Известное на весь мир кабаре с феерическим танцевальным шоу и, конечно, знаменитым традиционным французским канканом. Французы говорят, кто был в Париже и не посетил Мулен Руж, тот не может до конца понять, что же такое Париж. Ведь Мулен Руж – это часть истории Парижа. Это больше, чем мелодраматическая история, рассказанная в одноименном фильме. Это символ. Символ сбывшихся и несбывшихся надежд, разбитых и соединившихся сердец, творчества и порока, красоты и безобразия. Мулен Руж стал тем местом, где развлечение объединило самые разные группы людей, перемешало артистов, пьяниц, воров, проституток, художников, буржуазию и аристократию. Здесь стиралась граница между высоким и низким, между искусством и шоу. Здесь вульгарное зрелище стало предметом восхищения и символом изысканного вкуса. Датой рождения Мулен Руж стал день 6 октября 1889 года, когда господа Аллер и Зидлер впервые открыли двери кабаре «Бал Мулен Руж». Гениальная идея, кадриль, ставшая бессмертным творением, прозванным в дальнейшем с легкой руки англичан французским канканом, идентифицируется с тех пор со знаменитой «Красной мельницей», венчающей здание театра в районе Монмартра. Чтобы посмотреть на сногсшибательных танцовщиц, сюда приезжали гости со всего мира. Сумасшедшие ночи в Мулен Руж продолжались вплоть до начала Первой мировой войны. Закрывшись в 1915 году, кабаре вновь было открыто лишь в 1921, став храмом мюзик-холла. Знаменитые артисты считали для себя честью выступать здесь. Очень многие считают Мулен Руж местом, где зародился стриптиз. Однако в Мулен Руже стриптиза как такового не было. Там танцевали женщины, но при этом зрителям они демонстрировали только оставшиеся неприкрытыми кусочки тела между трусиками и чулками, то есть самую малость. Остальное сидящие в зале мужчины дорисовывали сами, полагаясь на собственное желание и опыт. И все же именно Мулен Руж стал тем местом, где зародился стриптиз. Летом 1893 года здесь проходил традиционный бал студентов художественных училищ. И вот, в самый его разгар, две девицы, разгоряченные шампанским, вдруг вспрыгнули на стол и под звуки музыки стали медленно раздеваться, пока не остались, в чем мать родила. История сохранила их имена – Манон Лавиль и Сара Браун. На хлеб они зарабатывали тем, что позировали начинающим художникам и скульпторам, а значит, были с большинством собравшихся в тот вечер в Мулен Руж хорошо знакомы. Если учесть пуританские нравы, царившие в то время в Париже, то нет ничего удивительного, что против участников этого бала полиция завела уголовное дело, а суд приговорил некоторых из них к различным денежным штрафам. Это вызвало страшное возмущение парижских студентов. Дело дошло даже до схваток с полицией, в ходе которых один студент был убит. Но, как теперь выяснилось, молодые парижане не зря тогда шли на смерть. Табу на стриптиз было снято. Пришедшего в годы открытия в Мулен Руж прежде всего ошеломлял интерьер. Причудливые комбинации старинного и антикварного с модерном и сюрреализмом, восточного с европейским. Мулен Руж воплотил витавшее в воздухе кредо тогдашней жизни в Париже – право быть ленивым. Здесь можно было все – плакать и смеяться, танцевать ночи напролет и спать, пристроившись на одном из диванов. Искусство и мошенничество переплеталось и создавало глубокую атмосферу Мулен Руж. Где-то играли в карты, где-то строились планы о покорении города, а в каком-то из залов смешной коротышка-художник Лотрек увековечивал этот карнавал жизни. Во многом именно благодаря искусству Тулуз-Лотрека, запечатлившего эксцентричный танец на своих афишах и рисунках, Мулен Руж обязана своей славой и известностью. Современный Мулен Руж – это уже не образ жизни. Это прежде всего зрелище, шоу. Атмосфера праздника и всепоглощающего веселья сохранилась, но сегодняшний Мулен Руж – это элитное заведение. Нечто среднее между фешенебельным ночным клубом и музеем. Но он остается местом, где танцует легендарный французский канкан. И хотя в городе существуют и другие подобные заведения, приезжающие в Париж приходят именно сюда. Не потому, что не знают о других мюзик-холлах, а потому что аура таинственности, загадочности и какой-то светлой грусти окутывает Мулен Руж, где мельница веселья крутится каждый вечер уже много-много лет.